Доброго здоровья, с вами Руслан. И сегодня в видео я вам расскажу про темную инопланетную коалицию. В нее входят разные расы инопланетян, но в этом видео мы поговорим про расу Драка, драконианцев и рептилоидов. Драконианцы — это не просто рептилоиды. Они древнейшая гибридная цивилизация, возникшая в системе Альфа-Дракона. Они пришли не из космоса, они пришли из времени. Согласно знаниям хранителей подземной цивилизации, которая хранит информацию об истинной истории планеты Земля, Драка — это последние потомки гибридной цивилизации, возникшие в системе Альфа-Дракона. Но это не просто рептилоиды, это биомашинные сущности, прошедшие через квантовое вырождение. Их ДНК содержит 54 спирали вместо наших 2. Они прошли техноэволюцию, слияние с искусственным интеллектом. Они активно участвовали в галактических войнах, были их основными зачинщиками. Теперь они захватывают планеты и разумные расы. Они переписывают историю, подчиняют себе целые планеты, провоцируя страх, отрицательные эмоции и создание человеком негативных веток реальности. Когда-то они были великой расой, сочетающей биологическую эволюцию и развитые технологии. Но их эксперименты с квантовым сознанием привели к катастрофе. Они разорвали ткань реальности в своем секторе галактики. Как они выглядят? То, что вы видели в кошмарах, лишь слабая проекция. Настоящие Драка хуже. Их рост может составлять 4, 5, 6 метров и более. Кожа у разных представителей бывает разного цвета. Это черные, зеленые, коричневые, красные или белые чешуйки, жесткие, как титановая броня. Глаза имеют черные вертикальные зрачки, цвет глаз от кроваво-красного до желтого цвета. Они видят в 12 спектрах. Королевские Драка имеют крылья. Но самое интересное — это их иерархия. Самые главные из них — королевская линия. Это королевские белые Драка. Самые высокопоставленные, чистые генетически. Управляют империей Драка, имеют доступ к высоким технологиям. Связаны с древними культурами Земли, например, шумерскими аннунаками. Вторая каста – военная. Драконианские войны. Агрессивные, физически сильные. Отвечают за контроль и подавление. Часто описываются как солдаты или охранники в подземных базах. Каста ученые и генетики. Занимаются генетическими экспериментами, гибриды людей и рептилоидов. По некоторым данным, ответственны за создание человеческой элиты, гибридных кровных линий. Низшие касты, рабочие и слуги. Рептилоиды выполняют приказы высших каст драконианцев. Серые пришельцы, подчиненная раса, не имеют полной свободы, являются биороботами или клонами. Технические исполнители выполняют приказы Драка, занимаются генетическими экспериментами, похищением, созданием гибридов, технологическим контролем, управление НЛО, искусственный интеллект. Занимаются мониторингом людей, импланты, программы наблюдения. Отношение Драка и рептилоидов к людям. Считает людей низшей расой, подходящей для эксплуатации. Используют Землю как ресурсную базу, энергия, генетический материал. Контролируют человечество через тайные общества, иллюминаты, масоны и через гибридных представителей власти.
как они правят землей. Они не завоевывали нас, они встроились в нашу историю. В их ДНК нет творчества. Они могут только копировать, искажать, паразитировать. Но у людей есть то, что они потеряли – искра божественного. В 1933 году в Антарктиде произошла встреча. Нацисты, отчаянно искавшие древние технологии, нашли нечто гораздо худшее. Они заключили договор. Теперь империя Драко контролирует 70% космической программы, все крупные банковские системы, большинство правительств через своих гибридов. Они питаются страхом, отсюда войны, терроризм, ложь в средствах массовой информации. А ложь – их главное оружие. Их главные базы – это подземный город под Антарктидой, база на темной стороне Луны, базы в поясе Койпера, там находится станция наблюдения. Когда происходил захват планеты Земля империей Драко? Изначально Земля тогда была другой. Природные города Лемурии сияли под 3 лунами. Сюда проникли разведчики Драко через межпространственный портал в районе современной Антарктиды. Что произошло? Драко замаскировались под богов, пришедших помочь. Создали культ поклонения через жрецов-гибридов. Подменили древние учения технологиями управления сознанием. Следы в истории, которые остались. Мифы о змееподобных богах Наги, Кукулькан. Руины подземных городов с рептилоидными барельефами. Второй этап захвата Земли – падение Атлантиды. Драко через своих агентов внедрили технологии черной магии в храмы, спровоцировали войну между Атлантидой и Лемурией, активировали кристаллическое оружие, вызвавшее Великий потоп. Ключевые события, которые произошли в период Атлантиды. Жрецы Атлантиды заключили кровавый договор. Они получили обещание вечной жизни в обмен на служение империи Драко. Они построили первый стабильный портал в систему Драко и создали гибридную расу. Это прародители современных иллюминатов. Третий этап захвата планеты – средневековый переворот. Драко перешли на скрытое управление через католическую церковь, которая подменяла исторические факты и уничтожала истинные знания, часть из которых все-таки сохранила в Ватиканской библиотеке, которая закрыта от посещения обычными людьми. Они управляли через королевские династии, в представителях которых были их рептилоидные гены. Создали черную аристократию, 12 семей, правящих до сих пор. Они стали оказывать влияние через алхимиков. Были разработаны психотропные и наркотические вещества. Четвертый этап захвата планеты – современная эпоха. 1933 год – переломный момент. В Антарктиде нацисты получили доступ к городу Драко. Этот город Драко специально освободили для нацистов. Нацисты получили технологии антигравитации и клонирования, заключили договор, человеческие ресурсы в обмен на технологии. После 1945 года была создана тайная космическая программа, которая контролируется Драко на 70%. Остальные 30% находятся под контролем Светлой инопланетной коалиции. Всем известные модные мероприятия ближайших лет – это тоже влияние империи Драко для управления людьми.
Управление происходит также через контроль сознания, через поп-культуру, через технологии, которые здесь нельзя упоминать. Светлые инопланетные цивилизации помогают людям сопротивляться влиянию империи Драко через своих контактеров и свои технологии. Империя Драко на Земле существует не вопреки человечеству, а благодаря ему. Каждая капля нашего страха, слепого подчинения, бездумного потребления – это кирпичи в стенах их тюрьмы для душ. Но правда, которую они так тщательно скрывают, проста. Их власть – иллюзия, поддерживаемая лишь нашим согласием играть по их правилам. Как показывает история, все тирании рушатся в тот момент, когда жертвы перестают бояться. Драко знают это. Именно поэтому они так отчаянно цензурируют знания о древних цивилизациях, подменяют духовность религиозным фанатизмом, превращают науку в инструмент контроля. Но все может измениться. Подземная цивилизация хранителей и плейдианцы, другие группы сопротивления уже активируют кристаллические решетки планеты, очищают коллективное поле сознания, ожидая, когда достаточное число людей проснется и откажется от игры в рабов. Драко обречены не потому, что их кто-то уничтожит, а потому, что эпоха тьмы естественным образом постепенно завершит свой цикл. Вопрос лишь в том, сколько еще душ они успеют утащить с собой в пропасть. Выбор, как всегда, за нами. Продолжать спать и стать биологическим топливом, или проснуться и помочь другим сделать то же самое. Рассвет близок, так как после самой темной ночи всегда приходит утро, а потом ясный день. Эта информация не повод для страха, а инструкция к освобождению. Поделитесь ею с теми, кто готов услышать. Каждое пробужденное сознание ускоряет наш коллективный выход из матрицы империи Драко. И на этом я пока завершаю повествование. Если вам интересно и дальше узнавать о составе темной коалиции, можете написать об этом в комментариях под видео. И на этом я с вами прощаюсь, но только до следующих встреч.